Всем привет! Поиграл я в новую лигу 0.3.0, и мне есть что вам рассказать. На данный момент это самая лучшая лига из всех, что была в Path of Exile 2. Наконец-то разработчики решили проблемы с постоянными лагами и откатами. Теперь игра практически не лагает. Я замечал фризы только в выходные дни, когда в пиковое время была самая высокая нагрузка на сервера. А вот в будние дни все работает идеально. Это значительное улучшение, если сравнивать с предыдущими лигами. Теперь в игру приятно играть. Сюжетную линию игры продлили, добавили 4-й акт и интерлюдию. Рекомендую в 4-м акте открывать полностью все карты, чтобы не пропустить важные элементы для усиления персонажа. В данном акте вы сможете открыть алтарь богини правосудия. На выбор нам дадут возможность более усиленно восстанавливать здоровье или ману. Еще вы сможете добыть татуировки, которые также на выбор смогут повысить вам параметры. В целом мне понравился 4-й акт. Особенно меня порадовала одна карта, где во время прохождения прибывает вода. И в этот момент персонаж замедляется. Таким образом, разработчики добавили интересный игровой элемент для разнообразия и легкого усложнения геймплея. Кстати, на этой же карте убивать финального босса довольно занятно. В определенный момент, когда у него опускается уровень здоровья, нужно успеть задействовать баллисту, иначе он полностью восстановится. В следующем акте интерлюдии также много нового приготовили для вас. Лучше исследовать полностью все карты. В этом акте можно получить несколько книг, которые дадут дополнительные очки умений. И обязательно откройте столб Табаны. В этой зоне на выбор из разных элементов можно немного усилить персонажа. По поводу актов могу добавить следующее. Жаль, что 3-й акт не сократили. Он немного затянут, но теперь не нужно проходить его 2 раза, как это было раньше. Вообще, сюжетную линию игры не нужно будет проходить по 2-му кругу заново. Сейчас из-за добавления новых актов на прохождение сюжетной линии первый раз вам все равно потребуется больше времени. В будущем готовьтесь к увеличению прохождения по времени сюжетной линии игры, так как новый контент будет добавляться. Главное, чтобы этот элемент не стал перегруженным и душным, как в Lost Ark. Самая отличная новость нового сезона состоит в том, что теперь можно продавать предметы в АФК режиме, а также вы сможете приобретать предметы у АФК игроков. Для этого вам нужно открыть 4-й акт. Именно там появится новый НПС Анге. Единственное, меня смутил один момент в АФК торговле. В самом начале игры я не смог использовать эту удобную функцию, так как у меня не был открыт 4-й акт. Думаю, разработчикам нужно позволить использовать данную функцию игрокам с 1-го уровня. Я на 25-м уровне выбил Divine, и у меня появилась возможность купить хорошее снаряжение. Но я не смог этого сделать. Сейчас в основном многие игроки торгуют через АФК режим. Предыдущий способ торговли в онлайн режиме сохранился, но он теперь не такой популярный. Чтобы самому торговать в АФК режиме, то вам нужно открыть новое убежище. Когда встретите Анге, возьмите у нее квест на зачистку нового убежища. После выполнения квеста поменяйте свое убежище на новое, и тогда у вас должна появиться функция выставления предметов на продажу в АФК режиме. Также зайдите в свой аккаунт через сайт, и если вы до этого приобретали за донат вкладки под торговлю, то их нужно будет перевести в новый режим АФК торговли. В новой лиге, ближе к концу прохождения сюжетной линии игры, я уже успел испортить крутой лук из-за новой игровой механики. В игру добавили очернение предметов. Когда вы будете проходить 2-й акт, вы откроете колодец душ. В этом колодце вы сможете очернить предмет. Ни в коем случае не очерняйте крутые предметы, у которых все суффиксы и префиксы активированы идеально. По своему незнанию я подумал, что смогу получить на луке дополнительный параметр к своим уже активированным
суффиксом и префиксом. А оказалось так, что очернение заменило нужный мне параметр в префиксе. И из-за этого у моего оружия упал урон в 2,5 раза. Вот так тупо я проебал свой первый почти идеальный лук в новой лиге. Получил сильную дизмораль. Из-за этого думал даже удалить игру. При очернении вам дадут 3 параметра на выбор, и иногда параметры могут попасться уникальные. Новая механика хороша для предметов, у которых не раскрыты все параметры в префиксах и суффиксах. Поэтому оставляйте свободные места на предметах под нужные вам параметры. В продолжение данной темы добавлю следующее. На картах будут попадаться бездны. Это новая игровая активность, связанная с колодцем душ и очернением. Из этой бездны будут выползать враги, и по завершению зачистки монстров появится сундук с наградами. А иногда может появиться специальное подземелье. Из сундука могут упасть новые предметы, которые понадобятся для очернения. Давайте подведем промежуточный итог старта новой лиги. В игру добавили много новых интересных боссов и предметов. Многие обрадовались возможностью использовать одинаковые камни поддержки в разных скиллах одновременно. Расширили сюжетную линию игры и разнообразие биомов на картах. Мне понравилось, что во многих моментах улучшили анимацию эффектов. Наконец-то сделали нормальную АФК-торговлю. Добавили новые, приятные механики в геймплей. Решили проблемы с постоянными лагами и откатами, которые были в предыдущих сезонах. Если вы до сих пор сомневаетесь, а стоит ли играть в новую лигу, то в этот раз я вам могу ее смело рекомендовать. Игра преобразилась в лучшую сторону. Удовольствие от жизни черпается из наших встреч с новым, а потому нет большего счастья, чем постоянно менять свои горизонты. Благодарю за просмотр. Всем пока.